Всем привет! В этом ролике я расскажу, что удалось посетить в Армении за несколько дней отпуска. Армения – это уникальная страна, где сочетаются древняя история, красивая природа, богатая культура и гостеприимные люди. Здесь вы можете насладиться вкусной армянской кухней, посетить древние монастыри и окунуться в мир красивой природы под чарующие звуки дудука. Наше путешествие мы начнем из Еревана, с площади Республики. Это центральная площадь города. Она была построена в 1926 году и с тех пор стала одним из самых популярных мест для проведения мероприятий и отдыха горожан и туристов. Площадь окружена 5 главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. На площади часто проходят различные мероприятия и фестивали. Недалеко от площади Республики находится Вернисаж. Это один из крупнейших и наиболее популярных блошиных рынков в Ереване. Рынок привлекает множество местных жителей и туристов, желающих получить неповторимый опыт шопинга и купить сувениры. Тут можно увидеть огромное количество товаров и украшений ручной работы, в том числе керамику, ковры, кованые изделия, шарфы, традиционные музыкальные инструменты и многое другое. На рынке множество старых вещей, продавцы которых могут поведать интересную историю об их происхождении. Разнообразие товаров создает атмосферу музея на открытом воздухе. Здесь можно отыскать некоторые уникальные вещи, которые трудно найти где-нибудь еще в Ереване. Мы тоже не ушли с пустыми руками и купили флейту ребенку, пару советских книг и уникальные украшения из серебра с эмалью. Вкусно перекусив, мы отправились в монастырь Хор-Вирав. Это одно из самых почитаемых святых мест в Армении, расположенное на живописном плато у подножия горы Арарат, где считают, что Ной со своим ковчегом высадился после потопа. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь содержал в заточении 13 лет святого Григория Просветителя, до того, как был обращен в христианство. Вся Армения была обращена в христианство в 301 году, став таким образом первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Хор-Вирав также славится своей потрясающей панорамой Арарата. От вершины холма, на которой расположен монастырь, открывается великолепный вид на гору, который является символом Армении и одной из самых высоких вершин в окрестностях. Монастырь является одним из наиболее почитаемых мест в стране, и я настоятельно рекомендую посетить это место. Хорошо. Кстати, погода в марте не всегда такая. Говорят, в прошлом году было минус 13. Да, у нас волшебно. Нам очень сильно повезло, потому что очень жарко, можно ходить, в общем-то, в футболке, очень комфортно, солнечно. На следующий день мы отправились на экскурсию. Наша первая остановка была Арка Черенца. Егишет Черенц – классик армянской литературы, которому посвящена арка. По задумке архитектора, это еще и храм Арарату, библейской горе и символ Армении. С этого места Арарат действительно выглядит великолепно. Главное, чтобы погода была ясная. Арка стоит так, что через нее, как картина в раме, открывается живописный вид на Араратскую долину, а седые вершины Арарата словно парят в небе. Немного проехав дальше, мы оказались в языческом храме Гарни, построенный в 1 веке нашей эры. Храм был разрушен в результате землетрясения 1679 года, восстановлен из руин в советское время. Вид строения сразу же наводит на мысль о храмах Древней Греции. Его общая конструкция напоминает знаменитый Парфенон. Храм Гарни – единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества. Река Азат огибает его с 2 сторон, образуя глубокое ущелье, а отвесные склоны служат неприступным естественным рубежом. Очень красивая природа вокруг, глубокое ущелье и горы. Храм смотрится на этом фоне просто фантастически. В 10 километрах от храма Гарни находится монастырь Гегард. Название монастыря происходит от армянского слова «гегард», что означает «копье», связанное со священным копьем, который, по легенде, был использован для прокалывания тела Иисуса Христа на кресте. Считается одним из наиболее священных мест в стране. В 2000 году монастырь был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из самых выдающихся особенностей монастыря – это его уникальная архитектура, частично вырубленная в скале, сочетающая в себе армянский и византийский стиль. Внутри монастыря можно увидеть средневековые кресты, алтари и росписи. Монастырь Гегард является одним из центральных символов армянской культуры.
и его богатое наследие привлекает туристов со всего мира. Традиционно прекрасные виды вокруг монастыря зарядят вас позитивной энергией на продолжение экскурсии. Ну а мы отправились на канатную дорогу Цахкадзора, расположенную на восточном склоне горы Тагинис. Функционировала она еще с 1967 года, а в 2004 году полностью заменили старую канатную дорогу современной и новой. Восхитительная природа солнечного Цахкадзора в сочетании с бархатным и свежим чистым воздухом делают здешний отдых более совершенным и незабываемым. Ну а так как мы не лыжники, прогулявшись и налюбовавшись открывающимися видами, отправились на озеро Севан. Озеро Севан – это крупнейшее озеро Армении и одно из самых больших пресноводных озер в Евразии. Оно расположено на высоте более 1900 метров над уровнем моря на Армянском Нагорье и занимает площадь около 1200 квадратных километров. Озеро имеет длительную историю и считается одним из самых древних озер на Земле. Оно играло важную роль в армянской культуре и было упомянуто во многих древних текстах и легендах. Севан окружено красивыми горами и утопает в зелени. Когда там находишься, есть впечатление, что попал на фотообои. Такой красоты видеть до этого мне не приходилось. Озеро Севан является популярным местом отдыха для туристов благодаря своей красоте и развитой инфраструктуре. Здесь можно покататься на лодке, насладиться прекрасным пейзажем и познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями региона. Кроме того, озеро Севан славится своей армянской кухней, а в окрестностях можно отведать такие блюда, как рыбный шашлык из сига, севанскую форель, ну и, конечно же, раков. Немного о монастыре Севанован. Это комплекс армянских храмов, расположенный на холме на берегу озера Севан. Он был построен в IX веке на месте более древнего храма и состоит из двух крестообразных церквей, основной и приписной, заложенных друг на друга. Основная церковь Севанован посвящена Святому Кресту и является наиболее впечатляющим зданием комплекса. Приписная церковь является более скромным сооружением, посвященным апостолу Иоанну. Она соединена с основной церковью коридором, который служил для перемещения монахов и защиты от атак врагов. Резные деревянные двери церкви находятся в историческом музее в Ереване. Монастырь Севанован – важный памятник ранней армянской архитектуры, привлекающий туристов со всего мира. На следующий день мы решили немного отдохнуть от поездок и погулять по Еревану. Купили дудук у мастера Рубена Рушаняна и отправились в парк Ахтанак. Парк Победа находится на склоне горы и предлагает посетителям прекрасный вид на город. Для тех, кто любит активный отдых, в парке Ахтанак предлагается множество спортивных площадок, пеших троп и велосипедных дорог. Ну а для детей есть аттракционы. На вершине холма в парке располагается монумент Мать Армении. Пьедестал был построен в 1950 году. Первоначально на нем был установлен памятник Сталину. Массивный пьедестал со ступенчатым завершением выполнен из гранита. В 1962 году скульптура Сталина была демонтирована, а уже в 1967 году на пустующем пьедестале была установлена 22-метровая статуя Мать Армении. Скульптура выполнена из чеканной меди, символизирует могущество и величие Родины. Представляет собой образ матери, вкладывающей меч в ножны. Уже вечером мы прогулялись по Северному проспекту. Это современная пешеходная улица в центре Еревана, открытая в 2007 году и соединяющая по диагонали две главные площади Еревана – Площадь Свободы, бывшая Театральная, и Площадь Республики, бывшая Ленин. На проспекте расположено множество элитных жилых домов, офисов, магазинов и ресторанов. В подземном пространстве под мостовой устроена торговая галерея. Очень приятное место для прогулки. Здесь также можно насладиться выступлением уличных музыкантов. Утром мы снова отправились в дневную экскурсию. Первую остановку мы сделали в деревне Суринован, где проживают аисты. Сперва даже непонятно, кого в этой деревне больше – людей или пернатых символов новой жизни. Далее мы направились в село Арни, один из центров современного армянского виноделия. В
В самом селе находятся прекрасные винодельни. Мы приехали в гости к замечательному виноделу Микаэлу Григоряну. Нам он провел восхитительную лекцию. До этого мы и близко не знали столько про вино. Это реально профессионал своего дела. А пока мы слушали Микаэла и пробовали прекрасное вино, наш 5-летний сын сфотографировался с настоящими саблями, что ему очень понравилось. Близ села Арни находится монастырский комплекс Нараван, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Монастырский комплекс включает в себя церковь святого Иоанна Крестителя, часовню святого Григория со сводчатым залом и церковь Святой Богоматери. Нараван был основан в 1205 году. Комплекс привлекает туристов из-за своего удивительного архитектурного стиля и красивого расположения в живописной горной местности. В комплексе сохранилось несколько хачкаров. Самый замысловатый из них выполнен Момиком в 1308 году. На территории комплекса расположен музей Момика. Момик – армянский архитектор 13 века, мастер по камню и художник. Здесь собрано огромное количество экспонатов для людей, которые хотят подробно познакомиться с работами архитектора. Также мы посетили пещеру Арани. В пещере, расположенной на высоте около 1080 метров над уровнем моря, исследователями было обнаружено несколько культурных слоев. Самый ранний культурный слой относится к VI веку до нашей эры, а самый поздний – к XIV веку нашей эры. У входа в пещеру в процессе раскопок были обнаружены останки жилищ, вымощенные двориком и глинобитными структурами. В задней части пещеры было открыто складское помещение со вкопанными в отложение сосудами для хранения пищевых запасов и круглыми глиняными структурами для хранения вина. Находки, сделанные в пещере, свидетельствуют о зарождении цивилизации на территории современной Армении на 800 лет раньше, чем считалось ранее. Посмотрите, вот здесь это температура пещеры. Давайте немножко вперед. И сразу чувствуется температура воздуха снаружи. А вот летом буквально метр расстояния, там прохладно, здесь уже жарко. В монастырский комплекс Татеф из Еревана можно доехать на машине за 3,5 часа и далее с помощью самой длинной в мире канатной дороги крылья Татева подняться в сам монастырь. Воздушный путь занимает около 12 минут против 40 минут на машине. Монастырь основан в 895 году. В X веке в обители проживало около 1000 человек. Основное здание монастырского комплекса Татеф – монастырь святых апостолов Павла и Петра – был построен в XI веке и был когда-то крупнейшим монастырским комплексом в Сюнюке и представлял собой один из важнейших центров науки и просвещения средневековой Армении. Монастырь сильно пострадал от землетрясения в 1931 году. В настоящее время на территории ведутся восстановительные и реставрационные работы. Мы попали в густой туман, что придало особый шарм этим древним строениям. На обратном пути из Татева в Ереван мы посетили так называемый армянский Стоунхендж – Зорат-Скарет. Комплекс состоит из множества больших стоячих камней, часть из которых имеет круглое отверстие в своей верхней части. Существуют различные оценки возраста комплекса от 6 до 2000 лет до нашей эры. Также ведутся споры о его предназначении – от загона для скота до древней обсерватории. Немного расслабиться от посещения святых мест мы решили в термальных источниках Анкаван. Из Еревана дорога заняла 1,5 часа. По приезду нас ожидал бассейн с горячей водой около 40 градусов. Учитывая, что в горах было прохладно, очень приятно было находиться в воде. Однако надо обязательно делать перерывы в купании, так как вода минеральная и может стать плохо. Вылет у нас был из Гюмри.
В дороге мы не теряли время и заехали еще в несколько знаковых мест. Одно из них – монастырь Аванаванг. В свое время монастырь был одним из главных и значимых монастырей Армении. В нем хранился саван, в котором был окутан Иисус Христос, и гвоздь, к которому была прибита его правая рука. Помимо этого, в монастыре хранилась десница святого Стефана. Южная стена храма и высокий купол на 12-гранном барабане были разрушены в 1919 году во время сильного землетрясения. С 70-х по 90-е годы проведена большая реконструкция, в ходе которой эти элементы церкви были восстановлены. На восточной окраине села Сагмасаван расположился монастырь Сагмасаван. Как и близлежащий Аванаванский монастырь, Сагмасаванг расположен над высоким ущельем у реки Касах. Монастырский комплекс был одним из самых богатых в средневековой Армении. Недалеко от Еревана есть очень интересная и популярная достопримечательность – памятник армянскому алфавиту. Это своеобразный музей под открытым небом. Памятник представляет собой композицию, состоящую из 39 букв армянского алфавита, изготовленных из туфа. Здесь ребенок с удовольствием покатался на лошади. Прибыв в Гюмри, мы отправились гулять по городу. Это второй по величине город в Армении. Большая часть исторического центра города застроена черным туфом. Выглядит это очень аутентично. Современный Гюмри, сохранивший в себе черты древнего города, расположен на высоте 1550 метров над уровнем моря. Находится в 8-9-бальной сейсмической зоне. К сожалению, в декабре 1988 года город сильно пострадал в результате катастрофического спитакского землетрясения. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек. Гуляя по городу, мы дошли до мемориального комплекса «Холм чести», где захоронены офицеры Российской императорской армии, павших в русско-турецких войнах. В период с 1956 по 1975 года мемориальное кладбище было скрыто. 20 августа 2010 года состоялось открытие восстановленного холма чести и освящение часовни. Мы хотели посетить крепость Гюмри. Для этого взяли такси, и водитель привез нас к 102-му гарнизону. Разобравшись, что нам нужно, отвез к Черной крепости. Она находится по соседству. Но там нас встретили ворота и охрана. Крепость была закрыта. Но добрые люди, узнав, что мы хотим, провели нам полноценную экскурсию. Черная крепость – это крепость времен Российской империи. Она была построена в середине XIX века после окончания русско-турецкой войны 1828 года. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. За свою историю она ни разу не подвергалась осаде, однако сыграла важную роль в победе в войнах над турками, продолжавшимися до 1878 года. Нас поразил очень глубокий колодец в самом центре крепости. Планируется превратить крепость в городскую достопримечательность для туристов. Про армянскую кухню можно говорить несколько дней, только перечисляя и показывая все ее многообразие. От себя могу сказать, что путешествия по стране всегда были очень вкусно накормлены. Особо запомнился хаш, который попробовал впервые в жизни, и домашняя абрикосовая водка Арцах, которую меня угостили ребята на озере Сиван. В стране есть варианты питаться на любой вкус и кошелек. Так стоит отметить мангалы во многих продуктовых магазинах, где можно недорого забрать шашлык с собой. А уж про выпечку, которая безумно вкусная и недорогая, можно складывать легенды. Ну а наше путешествие по удивительной древней Армении подошло к концу. Спасибо за просмотр. Буду рад вашей подписке и комментариям.